Всем привет! Вы смотрите и слушаете «Русское радиошоу», подкасты и видео для тех, кто изучает русский язык. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Сегодня у нас выпуск номер 108. Уровень А1, тема «Наречие». Что мы делаем? Я читаю текст, вы слушаете текст, потом я задаю вопросы, я спрашиваю вас, вы отвечаете. Очень важно, вы отвечаете громко, вы отвечаете громко, вы отвечаете не тихо, вы отвечаете громко, это очень важно. Итак, PDF-файл с транскрипцией на сайте russianradioshow.com. А если вы смотрите видео, то вы включаете субтитры. Вы готовы? Мы начинаем. Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Сегодня у нас текст «Моя жизнь в Санкт-Петербурге». Меня зовут Том, мне 25 лет. Я из Англии. Сейчас я живу и учусь в Санкт-Петербурге. Жить в Питере интересно, но трудно. Моя семья и друзья далеко, они в Англии. Я живу один. Иногда мне грустно, но все нормально. Я встаю рано. Это ужасно трудно. Моя квартира находится недалеко от университета. Это очень удобно. Я быстро завтракаю и иду в университет. В университете я изучаю русский язык. Преподаватель всегда говорит медленно и понятно. На уроке мне все понятно. А дома иногда непонятно. После уроков мы с друзьями идем в парк или в кафе. Нам весело. Обедать в кафе очень дорого, а дома дешево. Вечером я дома. На улице шумно, а дома тихо. Иногда мне скучно, и я читаю книгу или смотрю фильм. Я редко смотрю телевизор. Я ложусь спать поздно. Я уже немного говорю по-русски. Я говорю плохо, но понимаю хорошо. Изучать русский язык очень интересно, но не всегда легко. Мне здесь очень нравится. В Санкт-Петербурге прекрасно. Русское радиошоу. Вопросы и ответы. А сейчас рубрика «Вопросы и ответы». Я читаю фрагмент, потом я задаю вопрос, и вы громко отвечаете. Хорошо? Поехали. Меня зовут Том, мне 25 лет. Я из Англии. Сейчас я живу и учусь в Санкт-Петербурге. Жить в Питере интересно, но трудно. Моя семья и друзья далеко, они в Англии. Я живу один. Иногда мне грустно, но все нормально. Как его зовут? Его зовут Том. Его зовут Том. Вы слышите, что я спрашиваю не как меня зовут, а как его зовут. И вы отвечаете «его зовут Том». Сколько ему лет? Сколько лет Тому? Я показываю. Тому 25 лет. Откуда он? Он из Англии. Том из Англии, Том англичанин. Где он сейчас живет и учится? В Москве? В Лондоне? Он живет не в Москве,
не в Лондоне, он живет и учится в Санкт-Петербурге. Что он делает в Санкт-Петербурге? Работает, отдыхает, учится. Том в Санкт-Петербурге живет и учится. Жить в Питере скучно и легко? Вы знаете, Питер — это Санкт-Петербург. Итак, жить в Питере скучно и легко? Нет. Жить в Питере интересно, но трудно. Его семья и друзья рядом? Семья и друзья Тома тоже живут в Санкт-Петербурге? Они тоже живут в Питере? Нет, они не живут в Санкт-Петербурге. Семья и друзья Тома живут в Англии. Они далеко. Том живет с друзьями или Том живет один? Том живет один. Он говорит, что он живет один. Тому весело или грустно? Иногда ему грустно. Иногда Тому грустно. Идем дальше. Я встаю рано. Это ужасно трудно. Моя квартира находится недалеко от университета. Это очень удобно. Я быстро завтракаю и иду в университет. В университете я изучаю русский язык. Преподаватель всегда говорит медленно и понятно. На уроке мне все понятно, а дома иногда непонятно. Итак, вопросы. Том встает рано или поздно? Том встает рано. Может быть, в 6 часов утра, может быть, в 7 часов утра. Том говорит, что он встает рано. Вставать рано легко? Это легко или трудно? Что говорит Том? Том говорит, что вставать рано ужасно трудно. Ужасно трудно. Вставать рано ужасно трудно. Я согласен с Томом. Его квартира далеко от университета или недалеко от университета? Где находится его квартира? Недалеко от университета. Квартира Тома находится недалеко от университета. Это удобно или неудобно? Как вы думаете? Конечно, это очень-очень-очень удобно. Это очень удобно, когда ты работаешь недалеко от дома или учишься недалеко от дома. Это очень удобно. Том завтракает быстро или медленно? Как Том завтракает? Он завтракает быстро. Он быстро завтракает. Куда Том идет после завтрака? Он идет на работу, он идет на дискотеку, он идет в библиотеку, он идет в магазин. Куда он идет после завтрака? После завтрака Том идет в университет. Он учится в университете. Он не идет на работу. Мы знаем, что Том не работает. Он не идет на дискотеку. Это странно, идти на дискотеку утром. Том идет в университет. Что он изучает в университете? Что Том изучает в университете? Философию, математику, физику, географию, биологию, английский язык. Что он изучает в университете? Том изучает в университете русский язык. Том изучает русский язык. Преподаватель говорит быстро или медленно? Преподаватель говорит быстро или медленно? Преподаватель всегда говорит медленно и понятно. Медленно и понятно.
После уроков мы с друзьями идем в парк или в кафе. Нам весело. Обедать в кафе очень дорого, а дома дешево. Вопрос. Куда Том идет после уроков? Куда он идет после уроков? После уроков Том идет в парк или в кафе. В парк или в кафе. Он идет в парк или в кафе один? Не один. Том идет после уроков в парк или в кафе с друзьями. Он идет с друзьями. Им грустно или весело? Им весело. Им очень весело. Может быть, не очень весело, но весело. Том говорит: нам весело. Итак, им весело. Где обедать дорого? В кафе или дома? Где обедать дорого? Это логично. Это логично. Обедать в кафе очень дорого, а дома дешево. Следующий фрагмент. Вечером я дома. На улице шумно, а дома тихо. Иногда мне скучно, и я читаю книгу или смотрю фильм. Я редко смотрю телевизор. Я ложусь спать поздно. Итак, вопросы. Где Том находится вечером? На работе? В университете? Дома? Где он находится вечером? Вечером Том дома. Он дома. Дома тихо или шумно? Дома тихо. Дома тихо. А на улице тихо или шумно? Конечно, на улице шумно. Санкт-Петербург — это большой, шумный город. На улице шумно. Что Том делает, когда ему скучно? Что он делает? Он читает книгу или смотрит фильм. Он читает книгу или смотрит фильм. Том часто или редко смотрит телевизор? Том говорит, что он редко смотрит телевизор. Он редко смотрит телевизор. Том ложится спать рано или поздно? Когда он ложится спать? Рано или поздно? Том ложится спать поздно. Это интересно. Том встает рано, но ложится спать поздно. Как вы думаете, это хорошо или плохо? Я думаю, это плохо. Я думаю, это плохо. Что вы думаете? Пишите, пишите, пишите. Следующий фрагмент. Последний фрагмент. Я уже немного говорю по-русски. Я говорю плохо, но понимаю хорошо. Изучать русский язык очень интересно, но не всегда легко. Мне здесь очень нравится. В Санкт-Петербурге прекрасно. Вопросы. Том говорит хорошо по-русски или плохо? Как Том говорит по-русски? Он говорит по-русски плохо, он немного говорит по-русски. Он говорит по-русски плохо. Том говорит по-русски плохо. Как он понимает по-русски? Он хорошо понимает по-русски или тоже плохо понимает по-русски? Том понимает по-русски хорошо. Том понимает по-русски хорошо. Я думаю, Том понимает по-русски хорошо, когда преподаватель говорит медленно и понятно. Русский язык легкий или трудный? Что говорит Том? Изучать русский язык очень интересно, но не всегда легко. Итак,
изучать русский язык не всегда легко, это значит, что русский язык какой? Трудный. Русский язык трудный. Тому нравится жить в Санкт-Петербурге. Ему нравится жить в Санкт-Петербурге. Конечно. Ему очень нравится жить в Санкт-Петербурге. Ему очень нравится жить в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге ужасно. В Санкт-Петербурге ужасно жить. Конечно, нет. В Санкт-Петербурге прекрасно. Том говорит, что в Санкт-Петербурге прекрасно. Друзья, это наш сегодняшний урок. Напоминаю вам, тема урока наречия. И я надеюсь, что вам было интересно. Я Сергей, ваш учитель русского языка и радиоведущий. Вы слушаете это аудио или смотрите это видео много раз. Вы слушаете, вы говорите, вы громко отвечаете на вопросы. Это очень важно. Вы смотрите или слушаете это видео в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье. Вы каждый день смотрите или слушаете и повторяете, говорите и, конечно, читаете транскрипцию. PDF на сайте russianradioshow.com. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!